Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я покажу вам рецепт пиццы. И сегодня я вам расскажу немножко очень-очень маленькую и очень коротенькую историю про эту пиццу. Когда-то очень давно, я в 90-х переехала в Грецию, где-то это было, наверное, в 95-м году, я устроилась работать в небольшой ресторанчик итальянский. Этот ресторан открыл дальний родственник моего мужа, и повара они привезли из Афин, город у нас маленький, повара привезли из Афин, итальянца. Его звали даже Бруно, это я хорошо помню. И еще я очень хорошо помню, что жена у него была Маша, наша из Союза тоже девочка была. И я у него работала помощником повара. Проработала я там совсем-совсем мало, где-то около 3 недель. Работа была очень тяжелая, конечно. И сейчас я вам расскажу, что я там узнала и чему я там научилась. Первый раз, конечно, пиццу я увидела где-то в 90-х годах, когда мы уезжали уже из Москвы. В аэропорту я первый раз ее увидела. Это была непонятная лепешка, и на ней валялись кусочки какие-то колбасы. Пиццу мы не знали, что такое пицца. В нашем детстве ее просто-напросто не было. И поэтому в Греции как-то я экспериментировала. То один рецепт, то второй рецепт. И ничего мне особенно не нравилось. И вот там, в этом ресторанчике, я увидела, как он делает пиццу. Эта пицца была, конечно, не классическая. Там не была закваска, которая должна стоять 48 часов, поспевать. Там не было теста, которое должно настаиваться, не знаю, сколько часов. Это был очень-очень легкий рецепт пиццы. И сегодня я вам его покажу. Эта пицца получается буквально за час. Ресторан был итальянский, но это не была пиццерия. Поэтому пицца была там была в меню пицца, но она не была основным блюдом, понимаете? Поэтому это было как-то экстра блюдо у нас. Еще я там увидела первый раз салат из сырых грибов. Я никогда в жизни не знала, что можно сделать салат с шампиньонами сырыми. Я его вам покажу немножко попозже. И еще я там увидела рецепт бесподобного тирамису, который я вам тоже покажу немножко попозже. Но сегодня пицца. Именно эта пицца. И получается, видите, даже немножко смешно. Я не посмотрела в окошко, как готовила итальянская кухарка, мне не рассказал сосед, и я не подсмотрела нигде, я не пеку и продаю их на пляже, как делают многие-многие блогеры. Но это на самом деле честная история, которую я вам сегодня рассказала. Попробуйте приготовить по этому рецепту пиццу, она у вас обязательно получится. Она получается у всех, она очень легкая. Этот рецепт у меня с 95-го года, и я его не меняла. Я пробовала разные, жидкую пиццу, разные, какие хотите пиццы я пробовала. Но этот рецепт самый вкусный, самый удачный и очень быстрый. Попробуйте приготовить, и вы никогда больше не будете заказывать пиццу. Это я вам обещаю. Начнем печь, мои дорогие. Начинаем сегодня, конечно, приготовление с теста. Для теста нам нужно будет взять 300 мл теплой воды, это 1,5 стакана у меня. Наливаем в большую емкость, где будем замешивать тесто. 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложечка сахара. Все продукты будут, конечно, в граммах под видео. Перемешиваю хорошенько. И буду добавлять муку. Здесь у меня 500 грамм просеянной муки. Мука у меня 11% белка в ней, поэтому ориентируйтесь на свою муку. Я вам покажу в конце, какое тесто должно быть по консистенции. 1 чайная ложка сухих дрожжей. Это приблизительно где-то 3-4 грамма. Перемешиваю все это хорошенько. Пока что венчиком. Тесто у нас будет и не жидкое, и не очень крутое. Добавляю остаток муки. И теперь нужно будет все это хорошенько замесить нам. Доливаю 2 столовые ложки оливкового масла. Можете любое растительное масло, конечно, положить. И здесь у меня орегано. Сухая зелень. Совсем чуть-чуть. Добавляю ее тоже. Можете добавить, какие приправы вы любите в тесто. И замешиваю руками. Вот до такого состояния. Тесто у нас чуть-чуть липнет к рукам. Все это делается быстро. Нам не нужно будет долго вымешивать тесто. Весь рецепт этой пиццы, прелесть всего рецепта этой пиццы в том, что она очень-очень быстро делается. Накрываю крышечкой, полотенцем, пленочкой, чем хотите, и оставляю. И займемся, конечно, соусом для пиццы. Самое главное в пицце, мне кажется, вкусный соус. Поэтому я беру 2 помидорки. Опять-таки вес помидорок будет внизу под видео. И нужно будет их натереть на терочке.
Можно, конечно, снять шкурочку, ошпарить, снять шкурочку, нарезать мелкими кусочками, но так намного легче и быстрее, как я вам показываю. Натерла 2 помидорки на терке. В небольшую сковородку отправляю 2 столовые ложки, опять-таки, растительного масла. Включаю плиту на средний огонь и добавляю 1 полную столовую ложку с верхом томатной пасты. Нужно будет немножко нам оживить томатную пасту, смешать ее с маслом прямо на огне, в горячей сковороде. Потом добавляем уже помидорки. Можете, конечно, если вы не любите семечки от помидор, можете пропустить через сито, через ситечко. Добавляю пол чайной ложечки соли и пол чайной ложечки сахара. Здесь уже на ваш вкус, опять-таки, добавляйте специи, какие любите. Можете добавить чеснок, лук, все, что хотите. Я не добавляю ни чеснок, ни лук. Нужно будет проварить наш соус на огне, на небольшом огне, буквально 6-10 минут. От 6 до 10 минут, чтобы у нас он стал гуще и чтобы вся вода испарилась, вся жидкость, вернее, испарилась от помидор. Соус уже готов. Сейчас я вам показываю наполнители для моей пиццы. Здесь у меня грудинка, грибы свежие, шампиньоны и копченая колбаска. Любой сыр, который легко плавится, 200 грамм, и соус, который мы заранее приготовили. Тесто у меня постояло буквально 20-25 минут. Это тесто, как я вам уже сказала, этот рецепт именно хорош тем, что мы не оставляем тесто на долгое время, оно не должно у нас сильно подняться. Подпыляю поверхность мукой, можете манкой, можете кукурузной мукой. Так получится пицца более хрустящая у вас. Разделяю все тесто на 2 части. Сегодня я буду делать 2 пиццы. Можете из этого теста сделать 1 большую пиццу на большой противень. У нас получается 2 вот таких кусочка. На бумаге я буду раскатывать тесто. Вернее, не раскатывать, а распределять руками. Нам не нужна будет сегодня даже скалка, потому что тесто мягкое, как вы поняли. И руками распределяю круг. Делается это очень легко, так как тесто уже отдохнуло. Приблизительно где-то 30 сантиметров нам нужно будет сделать круг в диаметре. Соус. Приблизительно половина. 3-4 столовые ложки. Распределяю равномерно. Духовку включаем разогреваться на 220 градусов и будем выпекать пиццу на самой нижней полке. Духовка должна быть очень-очень горячая. Половину от сыра, приблизительно 100 грамм здесь. Сыр любой, какой вы любите. Первую пиццу я буду делать с копченой колбаской. Я вообще-то люблю пиццу без колбасы и без ничего. Я люблю только сыр и грибы. Но сегодня пицца предназначается детям, поэтому здесь будет колбаска. Грибы. Грибы также можете взять консервированные. И отправляем пиццу выпекаться. Пока выпекается первая пицца, будем делать вторую. Пицца выпекается 10-12 минут. Как только краешки подрумянятся, сразу вытаскивайте. Точно таким же образом. И второй круг распределяю. Как вы поняли, эта пицца буквально за час у вас будет готова. Оставшийся соус оставшийся сыр 100 грамм, 200 грамм достаточно, грибы и грудинка здесь у меня копченая. Можете сюда добавить болгарский перец, можете добавить сюда оливки, все, что вы любите. И вот вторая пицца у нас тоже идет выпекаться. Первая пицца готова.
Посмотрите, какая она получается. Я уверена, что больше, если вы попробуете сделать по этому рецепту, вы никогда больше не закажете пиццу. Пропекается очень хорошо и очень быстро. Получается именно хрустящая и одновременно мягкая. А это уже вторая пицца готова у нас. С грудинкой. Очень вкусная пицца получается, мои дорогие, попробуйте. Никто не пожалеет. Рецепт очень легкий. Легкий, вкусный. И, как вы поняли, очень быстрое приготовление. Краешки у нас все розовенькие уже. Пицца еще горячая, я не могу вам хорошенько ее разрезать и показать. Вот такая она у нас получается. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Попробуйте приготовить пиццу по моему рецепту. Мне кажется, никто не пожалеет, а получится у всех, я даже не сомневаюсь. Потому что это очень легкий и очень быстрый способ приготовления пиццы. Всем приятного чаепития, приятного аппетита. До новых встреч на моей кухне. Всех люблю. Пока-пока.